Ты политически сдохнешь. Такие слова произнес конвоир 16-летнему мальчику Никите Золотареву, которого сегодня суд Гомеля приговорил к 5 годам воспитательной колонии за то, что тот якобы бросил сотрудника милиции коктейль Молотова. Однако никаких доказательств этому представлено не было. Ребенка задержали еще в августе прошлого года. Он неоднократно жаловался, что во время допросов к нему применяются пытки и избиения, из-за чего однажды ему даже пришлось вызывать скорую. Кроме того, Никита болен эпилепсией. Страшно представить, как в таком состоянии он сможет находиться в тюрьме. Когда судья объявила приговор, мальчик начал истерить, бросился на решетку и кричал: «Выпустите меня отсюда». По этому же делу к 8 годам колонии был приговорен Дмитрий Корнеев и 6 лет получил Леонид Ковалев. Силовики готовят списки белорусов, склонных к экстремизму. В них попадут все, кто привлекался по народной статье 23.34. А это ни много ни мало более 30 тысяч человек. Такой информацией поделилась инициатива Байпол, отмечая, что перед слугами нелегитимного режима поставлена задача отработать всех так называемых террористов в самые кратчайшие сроки. На каждого фигуранта собирается информация о месте работы или учебе, составе семьи, характеристика личности и прочие конфиденциальные данные. Такие сведения направляются в Департамент по гражданству и миграции, а также попадают в базу под названием «Беспорядки». Ее наполнением занимаются специально выделенные для этого сотрудники местных РУВД. Причем работа ведется 7 дней в неделю, и даже на выходных дежурные оперативники продолжают бдеть на рабочих местах, ударно пополняя списки свежими экстремистами. Инициативе Байпол стало известно о том, что работа над созданием базы потенциальных военнопленных ведется в спешке и нервотрепке. Имеются случаи угроз за недостаточную оперативность добавления информации. Напомню, что на днях стало известно о готовящихся поправках в Уголовный кодекс. По ним людей, которые будут дважды в году привлекаться по так называемой народной статье, смогут лишить свободы сроком до 3 лет. Пока Лукашенко рассказывает сказки о том, что благодаря его правлению люди переобулись из лаптей в обувь и наконец-то могут позволить себе штаны, уровень жизни населения с каждым годом становится все хуже. Беларусь стала, наверное, единственной страной мира, в которой выдают кредиты на еду. Такое новшество придумали владельцы сети Евроопт, причем сумма покупки, которую можно приобрести таким образом, стартует от $20. За такой прайс можно приобрести весьма скромную продуктовую корзину, которую семье из 3-4 человек хватит буквально на пару дней. А кредит по ней доступен сроком на 12 месяцев по 24% годовых. При этом неизвестно, получится ли купить в сети Евроопт свежий хлеб и ливерку, если за предыдущее еще висит долг. Отметим, что для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно иметь зарплату не менее $150. Что и говорить, социальное государство в действии. В аптеках Беларуси начались массовые проверки на предмет обоснованности роста цен. А на госканалах частные аптеки обвиняют в завышенных ценах на медпрепараты, подчеркнув, мол, не пеняйте на Лукашенко. Напомним, что ранее на товары медицинского назначения и лекарственные средства государство инициировало отмену льготы по НДС. А с 1 января и вовсе повысило НДС на ввозимые из-за границы товары. В связи с чем цены на импортные лекарства значительно увеличились. Выросла стоимость лекарств отечественного производства, в составе которых используют импортируемые компоненты, потому что на их ввоз также повысили ставки НДС. Естественно, людям это не понравилось, и Лукашенко не придумал ничего более, кроме как свалить вину на аптеки и начать с ними войну. То есть сначала он сам создает все условия для роста цен на медицинские товары, а потом за это же наказывает. В общем, ничего нового. Украинский президент может убить топливный бизнес Лукашенко. Владимир Зеленский поручил вернуть государственную собственность нефтепровод «Самара-Западное направление». Его длина на территории Украины составляет более 1400 километров. И более 50% этого нефтепровода принадлежит белорусскому нефтебитумному заводу, которым владеет верный друг Лукашенко, бизнесмен Николай Воробей. Он, кстати, в январе попал в санкционный список ЕС. Если Украине удастся реализовать начатое, это сильно ударит по кошельку Лукашенко, ведь в год топливный бизнес приносит нелегитимному миллиарды долларов. Это может стать отличной альтернативой отключения SWIFT. Самая крупная партия контрабанды в истории стоимостью почти в $7,5 миллионов была обнаружена на границе с Польшей. Белорусы пытались провести в фурах с польскими номерами около 2 миллионов пачек сигарет. Примечательно, что на видео, которое обнародовала польская сторона, видны блоки сигарет производства гродненской фабрики «Неман». Она принадлежит одному из кошельков Лукашенко, Алексею Алексину, который буквально на днях получил монополию на реализацию табачной продукции в нашей стране. Что это, простое совпадение или наглая и
целенаправленное избавление от излишков опасной для здоровья продукции человеком, который не боится ничего. Теперь будет разбираться польская полиция. Водители грузовиков по решению суда задержаны на 3 месяца. Им грозит до 10 лет лишения свободы. И на сегодня все. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии. Берегите себя и живи Беларусь!